Всем привет, меня зовут Анжела, я начинающий писатель из сам издата, и в этом видео вместе с вами буду публиковать свою вторую книгу. Приятного просмотра. Итак, сам процесс написания фэнтези-дилогии для меня был непростым. Все началось в ноябре 2021 года. На тот момент я уже как год вынашивала идею написать книгу, и вот наконец-таки решилась. И свой самый первый черновик первой книги я написала за полгода, и полной уверенности в себе разослала его по издательствам, где, конечно же, получила отказы. Но меня это не остановило на тот момент, и в июле 2022 года я начала выкладывать по главам свою книгу на Литнет. И параллельно начала работу над второй книгой, продолжением, но в марте 2023 года я ее забросила и на целый год отказалась от мечты писать книги. И вот только в феврале 2024 года я решаюсь полностью переписать и доработать первую книгу, и чтобы больше не забросить, завожу YouTube, куда начинаю выкладывать свои писательские влоги, в которых как раз и показываю, как я работала над этой фэнтези-дилогией. И вот так я дошла до дня публикации. И вот сегодня, 31 июля 2026 года, эта работа вся подойдет к концу, и я наконец-таки опубликую свои первые две книги, закончу фэнтези-дилогию, над которой столько лет работала и о которой столько лет думала. Итак, цель этого видео всем понятна и ясна. Это, конечно же, опубликовать свою книгу, и я публикуюсь на Литрес. Но прежде чем я буду публиковать сейчас свою книгу, я вас верну на несколько дней назад, когда я начала снимать этот влог и когда я начала работу над книгой, чтобы довести ее до того состояния, когда могу поделиться ею с интернетом. Итак, возвращаемся на несколько дней назад.
Привет, ребят! У меня сегодня 15 июля, и я наконец-таки беру в руки камеру и начинаю снимать этот влог, а точнее, наконец-то у меня дошли руки, чтобы довести подземный мир, мою фэнтези-дилогию до конца и опубликовать уже вторую часть. Очень сильно я с этим затянула, так сильно, что прошло уже 10 месяцев с того момента, как я ее распечатала. Вот моя книга распечатанная, здесь 122 листа. И я ее печатала еще в сентябре 25 года. И вот в июле 26 у меня наконец-таки доходят руки, чтобы ее закончить. Конечно, это все связано с тем, что я отвлеклась на другую книгу. Я полностью переключилась на следующую книгу, которую я буду писать после работы над подземным миром. Но ничего, главное взять себя в руки и довести дело до конца. И вот, наконец, этот день настал сегодня. Вообще, технически, я вчера еще начала снимать этот влог. Вчера я отредактировала первую часть своей книги. У меня книга поделена на 3 части, вот, и каждая часть примерно по 40 с чем-то страниц, ну, там плюс-минус 45, вот так примерно. И мой план, собственно говоря, такой, что сначала я вычитываю все это с листа, вот, исправляю какие-то там помарки, опечатки, повторы и так далее, а потом все эти правки буду вносить в электронный документ, поэтому сейчас я работаю только с бумагой, и вот вчера я начала, и сегодня хочу продолжить. Вообще до конца недели я хочу закончить работу вот с этим документом, то есть все вычитать с бумаги и все правки внести в электронный документ. Вот это то, что стоит у меня в таких вот задачах на эту неделю, а вообще, я думаю, у меня публикация книги растянется до конца месяца, потому что вчера я также начала через нейросети Крия, я использую нейросеть Крия, делать обложку, и, конечно, это все займет немножко больше времени, чем я предполагала. Но, скорее всего, я буду делать обложку, и еще хочу сделать 2-3 арта в книгу, потому что в первой книге у меня были тоже арты. Получается, мне нужно 4 иллюстрации, и это довольно муторная работа с нейросетями, пока я опять снова вникаю в то, как с ней работать, потому что там все поменялось. Когда я последний раз использовала Крия, первую свою обложку я тоже делала с помощью этой нейросети, и сейчас там уже все поменялось, там уже добавились функции делать видео. Вот, ну, знаете, сильно так все обновилось, поэтому приходится заново всему поучиться. И плюс у меня еще нет подписки, поэтому, конечно же, у меня попытки в день ограничены. И я специально завела 2 аккаунта, чтобы у меня в день было больше попыток, но все равно их недостаточно много, чтобы что-то сделать за один день. Вот, что меня, конечно же, огорчает. Вообще, на самом деле, надо было бы покупать подписку, но я просто не знаю, как это сделать с российской картой. И не хочу искать, знаете, какие-то сервисы, платить им комиссию и так далее. Вот, если бы можно было просто вот так взять, кликнуть и купить подписку и оплатить, я бы это с удовольствием сделала. Но поскольку это надо все какие-то там сервисы искать, читать отзывы, чтобы тебя не обманули, плюс еще комиссию сервису заплатить за то, что он купит тебе подписку, я решила, нет, буду вот так вот бесплатными попытками в день обходиться. Вот. И я также хочу уточнить, почему я использую нейросеть, а не поддерживаю настоящих художников, потому что сейчас нейросети, да, все у нас захватывают. И, честно говоря, я тоже бы хотела поддержать настоящего художника и поработать с художником над своей книгой, но я просто понимаю, что если я закажу обложку у художника настоящего, то она у меня не окупится, и плюс я не хочу повышать цену на книги, я хочу ее ставить, ну, в таком же диапазоне, как и первая книга, чтобы у них была одна цена. Ну и поскольку с первой книгой я работала через нейросети, то подумала, почему бы и сейчас также не сделать, ну, чтобы, знаете, сохранить один уровень, скажем так. Иначе, если бы я для этой книги нарисовала обложку, я бы захотела это сделать, конечно же, и для первой книги. Поэтому я и пользуюсь нейросетями, но, конечно же, в будущем моя мечта– это работать с настоящими художниками, найти себе того художника, вот, с которым я буду, знаете, на одной волне. Это все, что касается таких вот оформлений. Как я и сказала, я вычитала первую часть, сейчас вторую я планирую сделать вместе с вами. Сегодня я себе сделала уже чаек, на улице пасмурно, идет дождь, идеальная погода, чтобы остаться дома и поработать над своей книгой.
Итак, ребят, прошел целый день, у меня уже поздний вечер, и я делюсь с вами новостями, что дело сделано. 42 странички отредактировано, я вычитала всю свою вторую часть. Это как раз часть воспоминаний, когда мы возвращаемся далеко-далеко назад. На редактуру моей книги у меня уходит очень много времени. В принципе, я двигаюсь неплохо. Вчера за день я прочитала первую часть, сегодня за день вторую. И, собственно говоря, было бы неплохо, если бы за завтрашний день я вычитала всю третью часть. Вот, но если говорить по часам, то у меня уходит на 40 страниц где-то часов 5-6. Не с такой скоростью. Я обычно, конечно же, читаю книги, но свою книгу я читаю очень медленно, потому что я вчитываюсь в каждое слово. Иногда я проговариваю что-то вслух, если не понимаю, нормально звучит или не очень. Вообще читать вслух это очень сильно помогает, чтобы понять, насколько правильно ты выстроил предложение или как-то так. Потому что иногда, знаете, ну, слова в предложении просто стоят в каком-то рандомном порядке, и ты думаешь, ну так просто не говорят, так не пишут. И когда я это писала, то, конечно же, я не замечала, в каком порядке я выстраиваю предложение, точнее слова в предложении. Но когда ты читаешь вслух, то все вот эти вот косяки видны, когда ты что-то, ну, не так употребляешь, скажем так. В принципе, вот так вот идет моя редактура. Мне кажется, я вполне способна до конца недели все сделать с документом, чтобы он был уже полностью готов к публикации. Потом мне останется чисто вставить иллюстрации, когда они будут готовы. И вот так вот потихоньку я двигаюсь к публикации своей книги. Что ж, на сегодня все. И я надеюсь, мы с вами увидимся завтра. Итак, ребят, привет из нового дня. Это уже следующий день, и, как вы поняли, я начала вычитывать третью часть своей книги. Вот, особо рассказывать нечего, но за сегодняшний день я хочу до конца вычитать свою книгу. Мне осталась последняя третья часть, и я уже начала ее вычитывать, как вы поняли. Я сейчас за столом просидела 3 часа, вычитывала третью часть, и, честно говоря, у меня так отваливается спина, так что я на часок сделала перерыв, пообедала, отдохнула и сейчас лягу на кровати и сделаю вторую часть. Я вычитала ровно половину, и мне осталось 20 страниц, 22 точнее. Ну, там последняя страничка совсем маленькая, так что можно даже сказать, 21 страница мне осталось. И все, я закончила. Так что это все такие новости. Особо рассказывать нечего, но просто держу вас в курсе того, что происходит. Вот, так что я, можно сказать, на финишной прямой.
Итак, ребята, прошло 2,5 часа, и я закончила вычетку всей своей книги. Удалось мне это сделать за 3 дня. На самом деле это быстрее, чем я планировала, так что я этому очень рада. Вот, просто подключаюсь к вам сказать, что я, конечно же, очень уставшая, но довольна. На самом деле мне очень нравится вот так вот читать с листа, нежели, конечно же, с экрана, и я вообще рекомендую всем так делать. Вот кто пишет, вот так вот себе распечатывать и читать с листа, потому что ты вот как будто по-другому видишь свой текст. И, как я и говорила, у меня такие вот ошибки незначительные, немножко орфографических, вот, чисто так по невнимательности, наверное, я это сделала, но вот сейчас рада, что я это заметила. Вот, в основном, конечно же, я подчеркивала какие-то повторы, и старалась их вот сразу подобрать синоним, чтобы потом уже не тратить время, когда сяду все эти правки вносить в электронный документ. Так что да, наверное, вот повторы и орфография — это, ну, такие вот основные помарки. В остальном тут больше ничего такого нет. И это намного меньше работы, нежели у меня было с первой книгой, как я помню, потому что в первой книге, когда я вычитывала вот так с листа, я там очень много всего помечала, исправляла. Здесь, наверное, играет роль то, что я эту книгу дважды переписывала, и еще я ее вот так вот в электронном виде дважды прочитывала. Поэтому, наверное, вот уже такая вот распечатанная версия, можно сказать, знаете, более чистая, нежели у меня было с первой книгой. Вот в остальном же по сюжету там или каким-то сюжетным ходам у меня вообще вопросов нет, и слава богу, я ничего такого не увидела. Ну, надеюсь, не то, что я не увидела, ничего такого нет, никаких ям сюжетных и прочего. Так что, мне кажется, в этом плане с текстом все нормально. Вроде бы никаких нестыковок, каких-то там логических замечаний, я этого всего не увидела. Ну, и буду думать, что этого и нет. Вот, на самом деле прошло 10 месяцев с тех пор, как я последний раз держала эту распечатку в руках и вообще смотрела вот в эту свою книгу, в электронный документ. И, знаете, мне казалось, что я, ну, достаточно так забыла текст за 10 месяцев. И мне казалось, когда я возьму впервые этот текст, я буду читать, ну, вот как читатель, знаете. Но нет. Как только я начала читать первую главу, я все сразу вспомнила, и ничего не помогло. За 10 месяцев я ничего не забыла. Вот, да, у меня где-то на подкорке чуть-чуть стерлась моя книга, не то что стерлась, а скорее ушла на второй план, потому что я начала заниматься новой книгой. Но как только я взяла в руки эту книгу, у меня все сразу вернулось, я все вспомнила, и как писала, и как планировала, и вообще с чего все начиналось. Эти 10 месяцев не помогли в том плане, чтобы забыть свой текст. В общем, я закончила вычитывать, и, наверное, завтра мы с вами увидимся. Может быть, завтра, может быть, через день. И я начну вносить эти все правки в электронный документ. И думаю, как я и планировала, до конца недели я полностью сделаю электронный документ в том виде, в котором уже его буду публиковать. Так что мы увидимся с вами завтра или через день. И теперь я снова в сегодняшнем дне и рассказываю вам, что я делала дальше. Итак, все свои приготовления к публикации книги я закончила 29 июля, то есть 2 дня назад. И в тот день я и думала, что сяду вот так вам все рассказывать, закончу это видео и опубликую свою книгу. Ну, точнее, как она, конечно же, сразу не опубликуется, она уйдет на модерацию. И это видео вы увидите в тот день, когда я пройду модерацию, ну, точнее, моя книга. Возвращаясь к 29 числу, я думала, что я все сделала для того, чтобы опубликовать свою книгу. Я сделала 3 арта и сделала обложку для своей книги через нейросети Крия.
Мне очень нравится эта нейросеть, мне вроде как бы и просто работать, но в то же время мне нравится и качество картинки, даже в бесплатной версии, и то, как она меня понимает. Вот, я человек, который не знает английского, поэтому я все задания создаю через переводчик, и она действительно меня достаточно неплохо понимает, но тем не менее, вот когда я закончила редактуру с листа, это где-то было, может, числа 17, допустим, июля, я уже точно не помню, но вам здесь в видео я все даты подпишу. И да, вот до 29 июля у меня где-то 1,5 недели ушло, чтобы сделать 3 арта и обложку. У меня была именно такая цель опубликовать эту книгу в июле, потому что для меня июль это именно тот месяц, с которого все началось 4 года назад. 4 года назад именно в июле я начала публиковать эту книгу, и вот сейчас, спустя 4 года, я заканчиваю это делать, можно так сказать. И вот так вот, да, в течение месяца я не спеша работала. Сейчас где-то здесь на экране я вам покажу обложку, которую я создала. Конечно же, у меня было несколько вариантов, и я долго думала, какую именно девушку взять на обложку, но в итоге решила не мудрить и просто поставить свою главную героиню, потому что в книге именно с ней происходит много всего, и ну, она достойна быть на обложке. Вот, что касается шрифтов, надписей и так далее, я это вообще ничего не меняла. Я просто скопировала это все со своей первой обложки. Мне кажется, это вполне логично, так как это фэнтези-дилогия, и чтобы было понятно, что это, ну, как бы, знаете, одна серия, нужно читать 2 книги. И вот, собственно говоря, 29 июля я закончила делать свой последний арт для книги, и такая вот уверенная уже накрасилась и села вот так записывать вам окончание вот этого видео, как и сейчас. Но я поняла, что моя книга, сейчас вам ее покажу, вот она, да, распечатанная моя книга. Я ее вычитала с листа, я внесла все правки в документ, но я ее не провела через программу, которая проверяет орфографию и пунктуацию. Я просто в интернете вбиваю проверка пунктуации и орфографии онлайн бесплатно, и там чуть ли не по первой ссылке открываю сайт. Нашла вот один из сайтов, он мне очень даже понравился. Я вам здесь на экране напишу его название. И неплохо он так проверяет текст, именно то, что он чувствует текст, и он действительно рекомендует правильные вещи, где там вопрос, знаете, поставить, и где там ну, неправильно что-то употреблено. То есть помимо орфографии и пунктуации он еще проверяет стилистику и логические ошибки. Единственное, что я вбивала там по страничке, ну, то есть копировала страницу, вбивала в этот сайт, и он мне подчеркивал все ошибки на этой странице, и потом я уже вносила в документ. Это муторная работа. Вообще там можно загрузить сразу много текста, и он вам все исправит, но он не даст вам сводку ошибок. То есть он не скажет, что он исправлял, и он в тексте это не подчеркнет. То есть он вам даст просто готовый исправленный текст, а я хотела именно посмотреть, где у меня ошибки, чтобы, знаете, ну, в голове намотать и больше эти ошибки не делать. И вот, собственно говоря, последние 2 дня я была занята этим, потому что, ну, опять же, да, вот так вот по страничке проверить всю свою книгу — это дело не быстрое. Вот, и да, у меня ушло на это 29-30 число, и хочу вам сказать, ошибок было достаточно. Это даже, знаете, не ошибки, а вот какие-то опечатки. И вы мне можете сказать: ну вот, ты же читала свою книгу с листа, ты что, это не видела? Нет, ребят, я это не видела. Я действительно, то, что мне выделял этот сайт, это настолько было очевидно, но я это правда не видела, вот так вот читая с листа. И вообще я поняла, что я свою книгу распечатала скорее для того, чтобы, знаете, прочитать и оценить сюжет, как идет повествование, быстро или медленно, и все ли у меня логично с сюжетом, и все ли правильно, все ли, ну, как надо, да, скажем так. И я думаю, именно для этого и существует вот так вот распечатанная версия, а вот такие вот уже помарки я вносила вот так в онлайн-документ, естественно. И вообще в идеале я бы, наверное, хотела распечатать и эту версию, и прочитать ее вот так с бумаги, но я, конечно же, не буду это делать, но, возможно, со следующей книгой я, наверное, так и буду делать. Вообще у нас как-то не особо вот так вот кто-то печатает книги, но, во всяком случае, всех, кого я смотрю,
мало кто действительно вот так печатает и проверяет свои книги с листа. В принципе, я могу это понять, потому что такая распечатка стоит ого-го сколько, и с каждым годом это все дороже и дороже. Слава богу, в этом году я себе купила принтер. И да, наверное, знаете, для следующих книг я буду печатать несколько вот так вот версий и вычитывать с листа, потому что мне очень нравится читать с листа. Ты просто книгу как-то, ну, знаете, по-другому воспринимаешь, нежели вот так постоянно ее читая с экрана. Почему я это вам, да, все рассказываю? Я просто вам рассказываю, какими сервисами я пользовалась, чтобы опубликовать вот так свою книгу, потому что многие из вас интересуются в комментариях, я не против рассказать, нужно вот так вот полезными вещами делиться. Вот, и вот так вот за последние 2 дня я исправила свою книгу. Конечно же, в ней есть ошибки, потому что я все делаю сама, и, конечно же, никакой сервис вам не сделает идеально то, что может сделать редактор и корректор. И вот так вот я подхожу к 31 июля, сегодняшнему дню. Сегодня утром я написала аннотацию к своей книге, написала 3 разные версии, вот, и выбрала одну из них, и сегодня утром загрузила свою книгу на Литрес. Возвращаемся в сегодняшнее утро, где я сажусь загружать свою книгу на Литрес. И, конечно, чтобы это сделать, сначала нужно заполнить кучу полей, как вы видите сейчас на экране. И единственное, что меня немного сбило с толку, это выбор жанра и тегов для своей книги. Как мне кажется, у Литреса весьма небольшой выбор тегов, и поэтому я как-то даже задумалась о том, что именно мне нужно выбрать. И потом в конце, когда Литрес попросил меня оценить удобство публикации на их сервисе, я им на это и пожаловалась. И там в комментариях я им и так и написала, что прошу расширить выбор тегов особенно, ну и также было бы неплохо добавить некоторые жанры. Литрес не охватывает, мне кажется, тоже все жанры, но жанры, может, еще более-менее, но вот тегов у них очень маловато. И также с этого года на Литрес запущена система донатов, и я наконец-то тоже себе их подключила. Это первый сервис из известных мне, кто не берет комиссию с донатов, что, конечно же, очень приятно. И получается, это как обычный перевод денег на карту, просто через Литрес, и тем самым сохраняется анонимность. То есть вы не видите мои банковские данные, а я ваши. И я надеюсь, что Литрес это так и оставит и не добавит в будущем комиссию. И вот так вот дополнительно сейчас можно поддержать авторов на Литресе, если вы за кем-то следите и чьи произведения вам нравятся. Мне кажется, что это весьма неплохо, почему бы и нет. И, собственно говоря, это все, что от меня требовалось, чтобы вот так вот загрузить свою книгу. Вот так вот и закончился мой вот этот путь с этой фэнтези-дилогии. Вот так вот я провела свои последние 4 года именно в плане писательства. Конечно, происходило много чего еще в жизни и так далее, но мы здесь собрались ради писательства. И вот над этим я работала последние 4 года. Ну, на самом деле это не совсем правда, потому что, опять же, если вы смотрите мои видео, то в декабре этого года я уже начала работать над следующей книгой. Вот поэтому, да, были времена, когда я прерывалась, и также я писала 5 рассказов. Один из них есть также на Литресе опубликованный, поэтому это моя не единственная писательская работа, но это именно то, с чем я могу с вами вот на данный момент поделиться и наконец-то сказать, что да, я написала фэнтези-дилогию, да, я написала свои первые 2 книги, и это вообще то, с чего начался весь мой путь в писательстве, и потом это меня привело вот так вот к публикациям видео. И для меня эта книга, конечно же, много значит. Не тем именно, что она вот первая, а скорее тем, как она вот изменила мою жизнь, как она меня повернула совсем к другим мечтам, к другим целям, и как я вообще вот так вот вышла в интернет на публику. Мне это вообще было не свойственно, и все, кто меня знал, никто бы никогда не подумал, что я вот так вот заведу YouTube-канал, но тем не менее я вот здесь и вот так вот делюсь с вами своим творчеством. В принципе, это, наверное, все, что я вам хотела рассказать и показать. И могу еще в рамках этого видео ответить на самый популярный вопрос, который мне часто задают: пойду ли я со своей рукописью в издательство, то есть буду ли я ее рассылать? И ответ: нет, не буду. Я не буду эту фэнтези-дилогию рассылать по издательствам, потому что я просто еще хочу побыть писателем из сам издата.
И более того, и со своей следующей книгой я тоже не буду это делать. Наверное, вот еще года 2 я действительно хочу побыть писателем из сам-издата, вот так вот спокойно писать для себя и набраться какого-то опыта в писательстве, потому что я понимаю, что я еще очень многого не знаю. Вот, просто я хочу улучшить свои навыки писательства, и я бы хотела это делать, ну, вот так вот, знаете, в комфортной для меня обстановке. А мне именно сейчас комфортно быть писателем из сам-издата. Но, конечно же, в будущем я хочу попасть в издательство, и я хочу, чтобы мои книги стояли на полках в магазине, и я преследую эту свою цель, но просто к этой цели я иду вот так вот через путь сам-издата. Вот, в принципе, меня на данный момент все устраивает. Вот так вот вам ответила в этом видео на этот самый популярный вопрос. Мне, правда, это очень часто задают. И думаю, на этом все. Вот так вот я вам в одном видео показала, как сейчас происходит публикация книг в интернете. И, конечно же, огромное спасибо вам за то, что вы прошли этот путь со мной, за то, что смотрите мои видео, поддерживаете меня комментариями, лайками, подпиской. Честно говоря, ваши комментарии- это все, что меня держит на плаву, потому что у меня, конечно, нет каких-то таких великих цифр в статистике, да, по просмотрам, и, конечно, нет никакого заработка с видео, но ваши комментарии- это то, что меня возвращает к съемке видео, и поэтому, да, я снимаю чисто на таком энтузиазме, и ваши комментарии- это то, из-за чего я продолжаю снимать. Мне очень нравится, как вы делитесь своими историями в комментариях, своими мыслями о писательстве, о том, как вы пишете. Мне всегда это очень интересно читать, и я всегда отвечаю, поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии. Я их очень люблю. И на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Это видео станет таким финальным. За последние 2,5 года я снимала писательские влоги только об этой фэнтези-дилогии. И вот этим видео я ставлю здесь точку. И далее мы с вами откроем, конечно же, новую главу, но для этих видео это все. И я рада, что вы смотрели эти видео. Еще раз огромное вам спасибо. И, конечно же, я вас приглашаю к прочтению моей новой книги. Читайте книгу, оценивайте ее, комментируйте. Также обязательно подписывайтесь на меня на Литрес, потому что там очень важны подписки, от них зависит процент роялти. И, как я уже говорила, я подключила донаты на Литрес, так что если ваши финансовые ресурсы позволяют, то огромное вам спасибо и за это. И мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока-пока!